Ребята, давайте жить дружно. Так о чем это я вообще? О том, что в Pokemon Go добавили такие новые классные функции, как списки друзей и обмен покемонами. Но прежде чем о них рассказать, сначала сделаем одну вещь. Вот особые 7-километровые яйца, о которых я расскажу чуть позже. Сейчас мы все их поставим в инкубаторы. И в конце серии, надеюсь, посмотрим, что из них вылупится. Ну все, инкубаторы заряжены и понеслись. Ну, как сказал классик, дождь пока прошел. Но еще есть вероятность, что он вернется, поэтому я расположился тут под деревьями, и они, надеюсь, меня хоть немного от дождя защитят. И как раз здесь, в этом месте, можно и поговорить, наконец, об этих нововведениях. Итак, первое – это новая система списки друзей в Pokemon Go. Каким образом их можно посмотреть? Нужно нажать на свой аватар внизу влево, открывается обычная наша панелька. Сверху справа есть панелька «Друзья». Нажимаем на нее и видим список всех друзей, какие у нас есть. Если у вас нет друзей или если вы хотите их добавить, что для этого нужно сделать? Очень просто. Нажимаете вверху кнопку «Добавить друга» и увидите свой код тренера. Его в любой момент можно будет поменять, вот как, например, сейчас. Вот мой код поменялся. И дальше вы берете этот код и отправляете своему другу или показываете его на экране. И друг вот в это окошко вверху вводит код и отправляет вам письмо с подтверждением дружбы. Вам приходит запрос, который отображается опять же в этой панельке. Вы его принимаете или отклоняете. Если принимаете, и вот вы теперь уже друзья. Зачем же вообще нужна эта система друзей, спросите вы. А вот зачем. Дружба дает определенные бонусы при игре, в основном совместной. Например, это возможность обмениваться подарками, которые выпадают с покестопов, об этом я чуть позже расскажу. Возможность получить бонусы при совместной игре в джимах или рейдах. И, конечно же, возможность обмениваться покемонами. Дружбу со своими друзьями можно прокачивать, то есть повышать ее уровень. Всего имеется 4 уровня. Ну, первый еще нулевой есть уровень, который не дает никаких бонусов. И открывая каждый уровень, вы получаете все более высокие бонусы. Первый уровень Good Friends или хорошие друзья. Он дает бонус плюс 3% к атаке при совместной игре в джимах и рейдах. И дает возможность обмениваться покемонами. Второй уровень Great Friends, отличные друзья. Он дает бонус при совместных битвах в джимах и рейдах уже плюс 5%. Дает один бонусный премьер-бол при победе в рейдах, а также дает скидку 20% при обмене покемонами. Насчет обмена мы поговорим чуть позже.
Третий уровень Ультра Friends, Ультра Друзья, не знаю, звучит очень пафосно. Он дает следующие бонусы. Плюс 7% к атаке при совместном участии в рейдах и джимах. 2 бонусных премьер-бола при победе в рейдах. И скидка на обмен покемонами 92%. И, наконец, последний уровень, 4-й, Best Friends, лучшие друзья. Он дает плюс 10% урона в рейдах и джимах. Он дает сразу 4 бонусных премьер-бола при победе в рейдах и дает скидку на обмен покемонами 96%. А это очень большая скидка. Дружбу, конечно, нужно прокачивать. Прокачивается дружба следующим образом, когда, например, во-первых, игроки обмениваются подарками, во-вторых, участвуют в совместных битвах, а в-третьих, обмениваются покемонами. Каждый из этих действий прокачивает дружбу на 1 шаг, и за 1 день с каждым другом можно прокачать дружбу только на 1 шаг. То есть, например, вы можете обменяться с другом 10 покемонами, но дружба прокачается только на 1 шаг. То есть, соответственно, 1 шаг занимает 1 день. И поэтому, чтобы подняться на уровень Good Friends, достаточно прокачать дружбу в течение 1 дня. Чтобы подняться на следующий уровень Great Friends, понадобится уже 7 дней. На следующий уровень Ultra Friends 30 дней. И на последний, самый высокий уровень Best Friends понадобится 90 дней. Но оно того стоит. Тут я еще забыл сказать пару важных моментов. За поднятие уровней дружбы вы еще получаете очки опыта. За добавление друга вы получаете 1000 очков опыта. За повышение уровня Good Friends 3000, Great Friends 10 тысяч, Ultra Friends 50 тысяч и Best Friends 100 тысяч очков опыта. Кроме того, имеется ограничение на количество друзей. То есть не может быть у одного игрока больше 200 друзей. Сейчас такое ограничение, но вроде бы разработчики говорили, что в будущем они планируют как-то его повысить. И продолжаем. Кстати, насчет бонусов для рейдов. Если, например, у вас в рейде участвует сразу 10 друзей, это не значит, что вы получите там 10 раз по плюс 3%. Это значит, что игра просто будет смотреть максимальный уровень вашего друга, который находится вместе с вами в лобби. И на основе вот этого максимального друга она и будет рассчитывать все бонусы. Давайте теперь поговорим о подарках. Подарки – это предметы, которые попадаются в покестопах. Выглядят они вот так. Это довольно частый предмет, он выпадает примерно где-то с каждого 3-го покестопа. Сам игрок подарок открыть не может, но он может отправить его другу, независимо от того, где бы он ни находился. И уже друг, открыв подарок, сможет получить из него какие-то полезные предметы. Каким образом подарки отправляются? Открываем нашу панель друзей, выбираем какого-нибудь друга, нажимаем «Отправить подарок», выбираем. У каждого подарка есть своя открытка, которая показывает, где этот подарок был найден. Выбираем подарок и нажимаем «Отправить». Все, подарок улетел. Журнал отправления и получения подарков можно посмотреть здесь. Открываем меню, нажимаем на новости и видим, кто нам отправил подарки, кто нам послал заявки в друзья, кто что получил из наших подарков. А также в этой новой вкладке уведомления появляются все уведомления, касающиеся джимов. Например, когда выбивают ваши покемоны из джима или когда у него маленькая мотивация. Вот такое вот нововведение. И в игре наконец-то пошел дождь, хотя по факту он уже закончился. Какие предметы могут быть в подарках? Ну, давайте посмотрим. На самом деле, самые обычные предметы, которые находятся с покестопов. Вот один пример. Arrow. 1 ультрабол, 3 обычных покебола и Max Potion. Или, например, вот так. Я не буду открывать все подарки. 2 Пайнет Берри, Ультрабол, 2 Грейбола. В общем, в таком ключе. Изредка попадаются еще и эволюционные предметы.
Также только из подарков можно получить особые 7-километровые яйца. Вот такие, которые я показывал в начале серии. Сейчас они уже почти все готовы к вылуплению. Скоро я буду записывать вылупление этих яиц. Что же находится в этих 7-километровых яйцах? А там могут находиться некоторые покемоны из региона Канто. И мы обменялись подарками, и нам показали, что у нас прокачалась дружба для следующего левела. Мы можем посмотреть подробно, что нам дает скидка на обмен и бонусы при рейдах. Вот так вот. Так о чем я? На чем я остановился? На яйцах. В этих яйцах могут найтись несколько покемонов из региона Канто, которые имеют алола форму. Сейчас из яиц вылупляются следующие покемоны: Ратата, Мяут, Сеншрю, Граймер и Вульпекс. Вот посмотрим, кто из них вылупится из моих 9 яиц. Кстати, имейте в виду, что если у вас заняты все места под яйца, то никаких яиц из подарков вы не получите. Обязательно нужно что-нибудь освободить, чтобы было куда это яйцо 7-километровое положить. Тем не менее, у подарков есть определенные ограничения. Они выпадают с покестопов, всего можно получить сколько угодно подарков в день. Они не занимают места в рюкзаке, но нельзя носить с собой одновременно больше 10 подарков. Отправлять можно только один подарок каждому другу в день. То есть можно отправить 10 подарков разным друзьям, но только один каждому. И когда друзья присылают подарки вам, вы, соответственно, не можете открыть в день больше 20 подарков. То есть 20 это ограничение, вы открываете 20, остальные, если вам прислали больше, вы сможете открыть только на следующий день. И, кстати, надо иметь в виду, когда вы обмениваетесь подарками, дружба прокачивается не в тот момент, когда вы отправляете подарок другу, а в тот момент, когда он, получив его, открывает этот подарок. То есть, если вы отправили подарок сегодня, а друг откроет его только на следующий день, то за сегодня дружба подарком не будет прокачана, а только на следующий день прокачается на один шаг. Ну, последнее, обмен. У меня сейчас тут рядом нет никого, с кем бы я мог обменяться, но я заранее записал кадры с обменом покемонами, которые будут вот здесь. Обмениваться можно любыми покемонами, кроме мифических. Для этого игроки должны находиться друг от друга на расстоянии не более 100 метров. И к тому же каждый обмен стоит Стардаста. Но в случае разных покемонов стоимость разная. И в случае разных уровней дружбы. Всего есть два вида обмена. Обычный обмен и особый обмен. В категорию особого обмена попадают легендарные покемоны, шайни покемоны и покемоны, которых у одного из игроков еще нет в покедексе. Все остальные это обычный обмен. Особый обмен каждый игрок может провести только один раз в день. Обычные обмены можно проводить неограниченное количество раз. А что же насчет стоимости? Стоимость обычного обмена при базовом уровне дружбы Good Friends составляет 100 Стардаста, а обмен покемоном, которого нет в покедексе у одного из игрока, стоит 20 тысяч Стардаста. Обмен шайни покемонами и легендарными покемонами, которые есть в покедексе у обоих игроков, тоже стоит 20 тысяч Стардаста, а обмен легендарными покемонами и шайни покемонами, которых у одного из игроков в покедексе нет, стоит 1 000 000 Стардаста. То есть нельзя просто так встретить первого попавшегося человека и начать обмениваться с ними легендарными покемонами или шайни. Нужно прокачивать дружбу, и только через много дней, когда дружба укрепится, вы сможете без проблем с большими скидками обмениваться покемонами какими угодно. Для сравнения я вот приведу максимальный уровень дружбы Best Friends. Там скидка на обмен составляет 96%, то есть обмен легендарными и шайни, которых нет в покедексе, будет стоить всего, сколько там, 40 тысяч Стардаста. Также при обмене еще играет роль и расстояние между точками, где были пойманы два покемона. Чем больше расстояние, тем больше бонусов получается при обмене, так как
когда вы обмениваетесь покемонами, отдавая своего покемона, вы получаете также конфету этого покемона. Но это только если обмениваемые покемоны были пойманы рядом друг с другом. Вы получаете одну конфету. Если расстояние между ними было большое, то тогда вы получаете уже 2 конфеты. А если оно равно или больше, чем 100 километров, то тогда вы получаете 3 конфеты. Это снова я, потому что я опять забыл кое-что важное сказать в видео. При обмене IV покемонов случайным образом меняются. То есть, если вы получаете покемона после обмена, то он может оказаться по IV как сильнее, так и слабее, чем до обмена. Кроме того, если вы отдаете, скажем, покемона другому игроку, и игрок меньшего уровня, чем тот покемон, которого вы отдаете, то, скорее всего, покемон будет понижен уровнем, чтобы соответствовать этому игроку. Ну и продолжаем. Все, вроде бы основные моменты я сказал. Давайте пойдем выгуливать наши яйца, чтобы посмотреть, что из них вылупится. Ну и немножко расскажу, что я думаю вообще об этой системе. Я считаю, что Niantic очень долго думали и старались все предусмотреть, чтобы создать такую систему обмена покемонами. Обмен покемонами очень важен, потому что во всех играх основной серии всегда была функция обмена с другими игроками. Даже выпускались разные версии одной и той же игры. И в пределах одной версии нельзя было полностью собрать покедекс. Чтобы была возможность собрать покедекс полностью, ты должен был обмениваться покемонами со своими друзьями. Так вот, они хотели предусмотреть, чтобы создать такую систему, которая не давала бы большого преимущества спуферам, читерам, не могла бы создать что-то вроде черного рынка по обмену покемонами, когда ты просто, не знаю, хочешь Мьюту, идешь там на eBay, платишь кому-то деньги, и у тебя в аккаунте появляется Мьюту. Здесь они, как мне кажется, предусмотрели все. То есть невозможно просто взять и за один день наменять себе кучу покемонов сильных. То есть для того, чтобы обмениваться, нужно укреплять дружбу с игроками, с которыми ты действительно играешь. Часто ходишь на рейды и все такое прочее. Вот для таких игроков как раз дружба и обмен, они и создавались. Обмен, он дает большую скидку тем, у кого крепкая дружба. А с читерами дружить никто не хочет. Честно говоря, думал, пытался найти какие-то уязвимые места в этой системе. Но нет, конечно, стоимости по обмену хоть и большие поначалу, но всего лишь, там, я не знаю, месяц-полтора прокачки дружбы со своими друзьями-игроками, и ты можешь уже без проблем обмениваться покемонами, заполнять покедекс или помогать своим друзьям, если у них нет достаточно сильных покемонов для рейдов. Ну а спуферы и всякие жулики, конечно, будут вынуждены платить огромные стоимости, типа 1 000 000 Стардоста в день. Я не знаю, я не вижу никаких уязвимых мест. По-моему, получилось просто идеально. Вот такой системы обмена нам в игре и не хватало. Вот такие вот мои мысли на сей счет. Ну вот, собственно, время пришло. Не так уж много это заняло. Попробуем открыть наши 9 7-километровых яиц. Если честно, первый раз их открываю. Специально ждал целую неделю для записи видео. Ну, понеслись. Граймер. Неплохо. Такой зелененький. Следующее. Мяут. Ожидаемо. Это самый частый, как я слышал, покемон, который вылупляется из 7-километровых яиц. Опять Граймер. Мяут. Это такой модный мяут по сравнению с обычным.
Снова мяут. Интересно, будут все остальные мяутами? Чуть я уже счет потерял, сколько открыл, сколько нет. Ну конечно, кто бы сомневался. Давай хотя бы Сеншли. Сеншли. Прикольный такой, похож на иглу. И такая прикольная анимация. Ладно, дальше. Вульпекс, интересно, попадется мне. Вульпекс самый редкий. Мяут. Все, на этом, да? Так, яиц больше нет. Да, кстати, а давайте эволюционируем тех, кто у нас есть. Сначала мяут. Нормально. Эволюционируем. Прикольный такой, с круглой мордой. Граймер. Такое ощущение, что он меньше, чем обычный граймер. Классный такой, кислотный. В джима ставить в самый раз. Да, вот этот мне нравится определенно. И кто там у нас еще? Сеншра. Снежный Сеншра. Из него получится ледяной Сенслаш. Не, ну тоже круто выглядит. Слушай, такие вот эти кристаллы, переливающиеся, полупрозрачные. Очень красиво выглядит на самом деле. Тоже можно в джимы ставить, красоваться. Ну ладно, на этом все. Все, что я считаю нужным, мне кажется, я сказал. Новая система друзей и обмена — это определенно успех. Это здорово. Улучшит геймплей, делает игру еще более социальной, чем она была. Пожалуй, на этом все. Если вам видео понравилось, не понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этой новой системы. Можете писать свои коды тренеров для добавления в друзья, только пишите нормально, типа там я такой-то из такого-то города, давайте дружить в Pokemon Go, а не просто вбросил код и убежал, потому что если хочешь быть другом, веди себя как друг. Ну что, подписывайтесь, если вы хотите увидеть еще какие-то гайды или другие видео по тематике. Ну и все-таки самое главное, серьезно, давайте жить дружно.